Что вас вдохновляет ежедневно? И как это отражается на вашем творчестве? Ну, я художник. И если не вдохновляться красотой этого мира, например, то лучше и не пытаться быть художником. Наверное, красота, если кратко. И что такое, чего хотелось бы донести до людей, что-то сказать им, что-то ваше. Как бы вы описали свой стиль письма в 3 словах? Я работаю в стиле абстракционизма, сюрреализма, символизма. В 3 словах так. Почему для вас было важно открыть галерею вместо сборки? Ну, мы так назвали галерею не потому, что мы здесь хотели собираться. Идея была такая, что нам нужно место, где мы могли бы выставлять свои работы. Но смысл здесь в том, чтобы человек, который сюда приходил разобранный, посмотрел на наши работы, а они такие психоделические, мог собраться. Поэтому я считаю название места сборки очень удачным. Как вы чувствуете себя после возвращения с московской выставки? Какие эмоции остались? После Москвы прекрасные впечатления. Мы участвовали в выставке «Мир символов», мужской образ, и представляли 2 своих работы. 2 художника представляли свои работы. Я совместно с Владимиром Порублевым представлял картину «Тайна кардинала». На выставке название звучало «Красный кардинал». Так решила дирекция выставки «Парк-коммуна». И Владимир выставлял еще 2 своих работы ранее, которые он написал в 2005 году. Ну, где-то вот в это время, точно дату не помню. Ну, вот как раз вы упомянули свою картину «Тайна кардинала», да, называется? И чем же она, что отличает эту картину от остальных? Ну, я думаю, тем, что она загадка, картина-загадка, которую нужно еще раскатать. Она наполнена символикой, там порядка 5-7 серьезных символов, и каждый находит в ней свое что-то. И в то же время это сложная работа, которую, я считаю, не так просто, такое слово жаргонное, въехать. Вот не каждый ее способен понять, а тем более оценить. Вот, но художники, искусствоведы, что приятно, отзывались они очень высоко, очень хорошо. Да, как раз вот о реакции на эту картину наверняка была реакция, и вот какая реакция наиболее вам запомнилась? Мне понравилась реакция
русской художницы Натальи, фамилию сейчас не вспомню, которая приехала из Парижа. И она оценила эту картину как бомбическая картина. Что теперь вернемся опять сюда, в Анапу, к вашей галерее и к сообществу художников вне рамок. Что для вас значит быть частью этой группы? Ну, мы как единый организм, я думаю. Мы работаем уже второй год вместе и научились взаимодействовать друг с другом, творчески развиваемся, перенимая опыт друг друга. И все очень выросли за это время. То есть здесь как бы работает принцип метронома. И мы учимся друг у друга, и я думаю, что мы подошли к такой черте сейчас, когда можем на новом уровне работать и индивидуально уже. Этому свидетельство появления новых и очень интересных работ у художников арт-группы «Вне рамок». Антонины Борисовой, в частности, самобытная художница у Владимира Порублева появились, нашего руководителя, интересные работы. Но и у остальных, в общем-то, художников. Как вы думаете, искусство может изменить мышление людей? И в частности, тех людей, которые приходят в вашу галерею? Переформулируя немножко вопрос, красота спасет мир. Вот. Собственно, мы и творим красоту. То есть, как бы получается, что да, если кратко, я надеюсь, что мы вносим свой вклад в то, чтобы мир стал добрее. И, возможно, так как миром правят символы, а наш стиль символический, что, возможно, мы через создание новых символов создаем новые смыслы, которые, ну, как бы получают вторую жизнь уже в социуме, и зрители меняются в результате восприятия наших картин. Как вы находите баланс между вашим внутренним миром, миром художника, и внешними ожиданиями ваших поклонников, публики? Не, ну, всегда приятно, когда идут положительные, скажем так, отзывы, но это совсем не обязательно. Для меня, по крайней мере. Вот, бывают случаи, когда идет, мягко говоря, отрицательная оценка о работе, но потом через какое-то время обнаруживается, что работа очень интересная. Та же самая работа, которой человек давал негативную оценку, через полгода он на нее смотрит и говорит: «Вау, какая классная работа». То есть впечатление от вашей работы может догнать человека и через полгода, и через год, и, может быть, в вечности? Ну, я думаю, да, потому что до картины надо еще дорасти. И поэтому сиюминутная, так сказать, оценка первого впечатления, она не всегда точна.
Поэтому мы относимся к этому, ну, с пониманием. Художник должен быть внутренне устойчивым, сильным, потому что это довольно жесткое такое пространство во всех смыслах. А в чем для вас магия авангарда? Ведь это как вот действительно какое-то такое магическое искусство. Ну вот мы в Москве, когда были, мы посетили Третьяковскую галерею, бывшая ЦДХ, зал современного искусства, там 38 залов, и были в зале, где стояли работы Кандинского, Малевича и других авангардистов. И, собственно, меня они задержали. Не только эти залы, конечно, впечатлили, но я пытался понять как раз, в чем притягательность и сила этих работ. Казалось бы, какие-то геометрические фигурки, формы, треугольники, прямоугольники. Но когда картина собрана, как бы пазлы сходятся, я думаю, возникает некое слияние зрителя и картины, как единого целого. То есть образуется некое единство какое-то. В этом магия.